Саудовская Аравия – страна, где переплетаются история, политика и амбиции, уже полвека остается магнитом для лидеров Соединенных Штатов. Каждый визит американского президента в Эр-Рияд – это не просто протокольное рукопожатие, а момент, когда решаются судьбы региона. От энергетических сделок до борьбы за стабильность эти встречи задают тон мировой политики. В мае 2025 года Дональд Трамп, вернувшись к рулю Америки, вновь вступает на саудовскую землю. Его приезд окружен ожиданиями и интригами. Сможет ли он переписать правила игры на Ближнем Востоке? Давайте отправимся в путешествие по истории, настоящему и возможному будущему этого партнерства, где каждый шаг наполнен смыслом. Все началось в 1974 году, когда Ричард Никсон, первый американский президент, посетивший Саудовскую Аравию, встретился с королем Фейсалом в Джидде. Эта поездка стала отправной точкой для стратегического альянса, который выдержал испытание временем. 4 года спустя Джимми Картер прилетел в Эр-Рияд, где его встретили с королевскими почестями, подчеркивая растущее значение Саудовской Аравии. В 1990 году Джордж Буш-старший приехал в разгар региональных потрясений, укрепляя доверие между странами. За ним последовали Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Но особое место занимает Дональд Трамп, чей первый зарубежный визит в 2017 году был именно в Эр-Рияд. Тогда он назвал Саудовскую Аравию своим стратегическим партнером. Теперь, спустя 8 лет, Трамп возвращается, обещая золотую эру в отношениях. Но что изменилось? И какие вопросы он привез в своем багаже? Центральной темой этого визита становится Сирия, страна, которая переживает исторический перелом. После падения режима Башара Асада и прихода к власти Ахмеда аш-Шара Сирия стоит на пороге новой эпохи. Саудовская Аравия с первых дней поддержала этот переход, запустив воздушный и наземный мост для гуманитарной помощи сирийскому народу. Эр-Рияд оперативно восстановил работу своего посольства в Дамаске и начал дипломатическую кампанию, чтобы убедить Запад снять санкции с Сирии. Эти усилия не остались незамеченными. Трамп, известный своим прагматичным подходом, неожиданно проявил гибкость. Еще до вылета в Саудовскую Аравию он намекнул, что санкции могут быть смягчены или даже отменены, чтобы дать Сирии шанс на восстановление. В Дамаске эти слова встретили с воодушевлением, назвав их обнадеживающими. Но Вашингтон не раздает подарки просто так. Среди условий – вывод иностранных бойцов из сирийских структур и гарантии ненападения на соседей. Дамаск уверяет, что уже выполнил многое, но некоторые вопросы требуют тонкой дипломатии. Здесь Саудовская Аравия выступает ключевым посредником, готовым использовать визит Трампа для ускорения переговоров. Трамп смотрит на мир через призму экономики, и Сирия для него не только политический, но и инвестиционный проект. Его подход напоминает недавнюю сделку с Украиной, где он договорился о добыче ценных минералов. Аналогичные планы могут ждать Сирию, если она оправдает ожидания Вашингтона. Визит в Эр-Рияд сопровождают крупные американские компании, что намекает на амбициозные экономические перспективы. Для Саудовской Аравии это тоже выгодно. Стабильная Сирия укрепит безопасность региона, а новые инвестиции откроют двери для сотрудничества. Но амбиции Трампа выходят далеко за пределы одной страны. Он хочет обсудить с саудовскими лидерами стабилизацию Ливана, урегулирование конфликта в Судане и даже снижение напряженности между Марокко и Алжиром. Его цель – оставить след в истории как президент, который принес мир на Ближний Восток. Интрига добавляется неожиданным акцентом на Турцию. Трамп открыто выражает доверие президенту Эрдогану, считая его ключевым игроком в сирийском урегулировании. Недавние заявления о санкциях сопровождались упоминанием Анкары, что удивило многих. Эрдоган, в свою очередь, активно работает на международной арене, включая переговоры по конфликту между Россией и Украиной. Это превращает визит Трампа в Саудовскую Аравию в событие с глобальным подтекстом. Решения, принятые в Эр-Рияде, могут повлиять на баланс сил далеко за пределами региона. Кто же сопровождает Трампа в этой поездке? Делегация тщательно подобрана, чтобы отразить его приоритеты. Министр иностранных дел Марк Рубио, временно исполняющий обязанности советника по национальной безопасности,
министр обороны Пит Хексет и министр финансов Скотт Бессент, все они на борту. Присутствие бизнес-гигантов подчеркивает экономическую повестку. Но есть и сюрпризы. Первая леди Мелания Трамп, а также Иванка Трамп и Джаред Кушнер, игравшие заметную роль в его первой администрации, остались дома. Это сигнал. Трамп сосредоточен на политике и сделках, а не на семейном пиаре. Сирия, однако, скрывает еще одну интригу. Помимо санкций и инвестиций, в Эр-Рияде обсуждается идея создания регионального фонда реконструкции под эгидой Саудовской Аравии. Этот фонд, по замыслу, объединит ресурсы стран Персидского залива, американские технологии и международные организации для восстановления сирийских городов. Речь идет не только о кирпичах и дорогах, но и о возвращении миллионов беженцев, чьи дома были разрушены. Саудовская Аравия, уже доказавшая свою щедрость в гуманитарной помощи, готова взять на себя лидерство, а Трамп видит в этом шанс укрепить свой имидж миротворца. Такой проект может стать моделью для других кризисных регионов, от Йемена до Ливии, превращая Сирию в символ возрождения. Визит выходит за рамки привычной дипломатии, затрагивая новые горизонты. Одним из сюрпризов становится акцент на энергетическую трансформацию региона. Саудовская Аравия, традиционно ассоциируемая с нефтью, активно инвестирует в зеленые технологии, и Трамп видит в этом потенциал для американских компаний. Совместные проекты в области возобновляемой энергии и водородной экономики могут стать новым мостом между странами, дополняя традиционное сотрудничество. Это не просто экономика, это попытка переосмыслить роль Ближнего Востока в глобальной повестке, где экология становится не менее важной, чем безопасность. Еще одна неожиданная тема – кибербезопасность. В эпоху, когда цифровые угрозы становятся столь же опасными, как физические, Трамп и саудовские лидеры намерены обсудить создание совместной платформы для защиты критической инфраструктуры. От нефтяных месторождений до финансовых систем регион сталкивается с растущими рисками хакерских атак. Американские технологии и саудовские ресурсы могут создать модель, которую другие страны захотят повторить. Это добавляет визиту еще одно измерение, подчеркивая, что будущее региона не только в нефти, но и в инновациях. Что ждет регион после этой поездки? Визит Трампа – это не просто дипломатический ритуал, а попытка переформатировать Ближний Восток, объединив экономику, безопасность и миротворчество. Саудовская Аравия, с ее влиянием и ресурсами, становится идеальной сценой для этих амбиций. Сможет ли Трамп убедить Конгресс снять санкции Сирии? Удастся ли ему заложить фундамент для стабильности? Ответы начнут появляться уже скоро, но одно ясно – Эр-Рияд снова в эпицентре мировой политики. Следите за новостями, ведь каждый поворот этой истории может изменить будущее региона и за его пределами.